Всем привет! Проблема заключается в следующем. Есть электромагнитный пускатель, катушка управления на 220 вольт. И вот какой он производит звук при включении. Ну, в общем, будем разбирать и попробуем найти причину и ее устранить. Итак, пускатель снял. Пускатель на столе. И попробуем включить. Может быть, это связано с тем, что он там в ящике висел на один рейке и как-то дребезжал. В общем, проверяем. Включаю. Да нет. В общем, слышно довольно-таки ужасный звук. Разбираем его. Сперва питание отключу. Вот этот пускатель. Для того, чтобы его снять, вот есть два болта. Не знаю, видно, не видно. Здесь возвратная пружина. Ну, весь сердечник, вот этот трансформаторный металл, как видно, он весь абсолютно ржавый. То есть вполне возможно, что связано именно с этой ржавчиной. В общем, сейчас в данный момент, в видном состоянии. Он как бы бэушный мне достался. А сейчас в данный момент я попробую все это наждачкой зачистить, обезжирить, вернее, протереть чем-то растворителем, чтобы все это было в надлежащем виде. Все, чем я сейчас и займусь. Вот видим на короткозамкнутый виток, и он тоже абсолютно ржавый. В общем, будем зачищать вот это все вот таким образом. Как бы на камеру я это делать не буду. Примерно я показал. Сейчас почищу его, помою и дальше сделаем включение. Проверим, будет ли он после этого работать. Так, нам нужна еще вот эта часть. Поэтому производим разборку передней части пускателя. Здесь принцип такой же. В общем-то, состояние контактов здесь везде ужасное. Это, конечно, на звук самого пускателя не влияет, но на работоспособность при включении здесь уже, видимо, кто-то разбирал до меня, и она обломана. Так, сейчас почищенная деталь выглядит примерно так. Внутри, конечно, она еще грязновата, но что-то там вообще сложно. А те части, которые прилегают, вот они. И зеркало с небольшими, конечно, видно здесь то ли подгоревшее, то ли, в общем, след остался. Видимо, грязь когда была, так она и осталась. А вот старая, вернее, еще не почищенная, выглядит вот так. Сейчас еще зачищу ее. И дальше будем смотреть. Так, переднюю часть я уже собрал. Вот так это выглядит. С задней части пускателя трансформаторное железо немножко почистил, тоже шлифанул. Естественно, руки грязные, все грязно. Все, сейчас попробую его собрать и включусь. Так, немножко поменял я место съемки. И сейчас финальную часть буду записывать здесь. Неважно, видно вроде как хорошо. В общем, после всей вот этой вот прочистки, шлифовки, я промывал это все ацетоном. Все контакты протирал тряпкой, чтобы не было никаких остатков от
наждачной бумаги, абразива, чтобы не было. И все равно получилась какая картина. Включаю. То есть все равно он гудит. Уж я не знаю, с чем это связано. Может быть, конечно, это связано с тем, что достался он мне уже бэушный. Может быть, конечно, катушка подпаленная, подгоревшая. Не знаю, так визуально ничего не видно. По сопротивлению я ее не измерял. Смысла для меня никакого нет, потому что я не знаю, какое сопротивление должно быть. А вот, к примеру, если вытащить пружину, я понимаю, что этого делать нельзя. Это просто эксперимент и просто показываю, что и как. То есть пружину вытаскивать нельзя. Сейчас я закручу. Значит, без пружины гул, конечно, уже гораздо меньше. Он присутствует, но он гораздо меньше. Но без пружины его использовать нельзя по одной простой причине. Пойдет нагрузка через контакты. Нажав кнопку отключения, либо если автоматика отключения установлена, просто нечему будет. Пружина отталкивает, контакты размыкает. При подключении без пружины контакты останутся залипшими и будет нагрузка идти через контакты до тех пор, пока что-нибудь не выгорит. Поэтому без пружины использовать нельзя. Ну а с пружиной я в принципе показал, что получается. Хотя он немножко гудит и без пружины, как вы слышали. Поэтому как бы разбери, почисти, это совсем получается не панацея. И в принципе это не помогло. Можно, конечно, попробовать почистить его еще. Но, честно говоря, смысла никакого я уже не вижу. Да, эксперименты я делал какие. Вот этот сердечник, трансформаторное железо, я его еще подвигал сюда, вперед, ближе, чтобы он был ближе к данному сердечнику на срабатывание. Для срабатывания плотного электромагнита. Ничего из этого все равно не получилось. Гул как был, так и остался. Почитав комментарии под другими роликами, люди, которые тоже связаны с данными устройствами, с электрикой, некоторые писали о том, что довольно-таки много таких пускателей, которые гудят, и что ты с ними не делай, они все равно будут гудеть, исправить это невозможно. То есть такой вариант тоже присутствует. Видимо, это как раз мой вариант. Может быть, качество сборки, может быть, качество катушки, я не знаю, может быть, метод его эксплуатации, немножко его подпалили, может и такое быть. Ну, факт тот, что ничего у меня из этого ремонта, как вот в ютубе получается, показывали, из этого ничего у меня не вышло. Так что бывают и такие моменты. Может быть, конечно, что-то не так сделал. Если что, в комментариях напишите, я проверю эти теории, что я где мог неправильно сделать. Но результат вот такой, абсолютно нулевой. Все, спасибо всем за просмотр. Жду ваши комментарии. Может быть, совместно что-то и получится с ним сделать. Всем пока.